Привет, дорогие друзья! Здесь Техноенот и его команда. Этот выпуск посвящен одному из интересных мест в Санкт-Петербурге – музею ретро-техники «Авторитет» на Малой Октябрьской детской железной дороге. Согласитесь, музей под крышей для Петербурга – это самое то, потому как никогда не знаешь, когда скроется солнышко и пойдет дождь. А иногда и солнышко может не скрываться, а дождь идти. В общем, тот, кто живет в Питере или кто был в Питере, меня понимает. Музей уже не новый. Некоторое время он располагался непосредственно в городе, но по ряду причин переехал на новое место. Пригород Петербурга, город Пушкин. Сейчас он располагается на улице Железнодорожной, дом 81, рядом со станцией Малой Октябрьской детской железной дороги, и железнодорожной платформой 21 километр. Так что вполне можно сказать, что на новом месте и экспозиция выглядит совершенно по-другому. Принимать посетителей музей стал также сравнительно недавно. Давайте побываем немножко внутри и взглянем на экспозицию. В первую очередь в музее представлена, конечно, техника. Велосипеды, мопеды, мотоциклы и автомобили. Но и не только это. Также предметы быта, радиотехника, даже первый советский телевизор можно увидеть, а также детские игрушки с 40-х до 70-х годов, а еще паровоз и многое другое. Здесь можно проникнуться воспоминаниями для старшего поколения, а для младшего это возможность прикоснуться немного к истории. Более того, можно и пофотографироваться, и аккуратно потрогать экспонаты. И даже посидеть в них или на них, разумеется, по договоренности с администрацией музея. Многие автомобили, представленные в музее, снимались в кинофильмах, а также участвовали в парадах ретро-техники. Многие вещи уникальны. Например, 51-й ГАЗ боковой выштамповкой завод имени Молотова. Редкий экземпляр. Или Волга, на которой Гагарин ездил в санаторий. Пруфы вроде есть, но мы не проверяли, если честно. Интересно, что все автомобили на ходу. Это наверняка говорит о бережном отношении к экспонатам коллектива музея и большой работе по их восстановлению и обслуживанию. Видно, что экспозиция еще будет пополняться и развиваться. Еще есть некоторые свободные местечки. А от себя хочется отметить, что место очень приятное, можно с удовольствием провести свободное время. Стоимость билета вообще приятно удивила. Всего 200 рублей. Дети до 5 лет бесплатно. Музей работает с четверга по воскресенье с 11 до 17 часов. А с понедельника по среду можно также попасть в музей, но по предварительной записи. Разумеется, это время работы и стоимость на момент нашего посещения музея, поэтому всегда сверяйтесь с информацией на сайте организаторов или в группе ВКонтакте музея. В общем, вполне можно рекомендовать жителям Петербурга и гостям города посетить это интересное место. Извините, что видео получилось немного темноватым, так как со светом подружиться не удалось. В общем, приезжайте в Пушкин и взгляните своими собственными глазами. Ходите по музеям, читайте хорошие книжки и смотрите, конечно, наш канал на YouTube. Если информация показалась полезной и интересной, то поделитесь этим видео в социальных сетях
или просто расскажите друзьям про техноенота. А если подпишетесь на наш канал, то будете узнавать о новых роликах самым первым. Спасибо всем за просмотр, пока!